Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 1 апреля. Сегодня у нас с вами первый рабочий день. Для кого-то сегодня день юмора, день шуток. Но обращаем ваше внимание, что сегодня самый денежный день этого месяца. Поэтому обязательно положите соль на подоконник, на вашей кухне, на достаток. И не забудьте сказать очень важные слова. Как правильно это сделать практику, почему в этот день, друзья, далее все более подробно. Давайте с вами разбираться. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу. И благодаря этой фразе Вселенная обязательно это все приумножит в вашей жизни. Итак, звучат слова следующим образом. Сегодня, 1 апреля, пишите ваше полное имя. Открываю двери к финансовому изобилию. Мой разум наполнен верой в мой финансовый успех. Истинно да будет так. Еще раз. Сегодня, 1 апреля, ваше полное имя, открываю двери к финансовому изобилию. Мой разум наполнен верой в мой финансовый успех. Истинно да будет так. Обязательно пропишите эти слова в комментариях к этому видео. Также постарайтесь эти слова сегодня проговаривать. Эти слова, они имеют достаточно сильные вибрации и энергию. Итак, друзья, сегодняшний день, 1 апреля, когда планеты находятся в особенно благоприятном положении, что способствует притоку достаточно сильной положительной энергии и удачи. И практика, которую мы рекомендуем вам провести, это такой своеобразный ритуал, который усилит этот поток благоприятной энергии и привлечет удачу в вашу жизнь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что соль в этой практике, она не только имеет очищающие и защитные свойства, она также используется и для того, чтобы убрать негативную энергию, не впустить зло, недоброжелателей в свой дом. Но и также вы с помощью соли можете привлечь богатство и процветание в свой дом. Об этой практике мы с вами, друзья, проговорим чуть-чуть позже. Ну, а сейчас давайте уделим внимание лунному календарю. Итак, друзья, что же нас сегодня ожидает? Итак, 1 апреля, во-первых, у нас с вами убывающая луна, знаки зодиака Козерог, которая поддерживает энергию, направленную будет на завершение начатых вами проектов и очищение от ненужного. Также сегодня благоприятный день, чтобы завершать свои дела, закрывать определенные циклы и освобождаться от бремени прошлого. Кроме того, Луна в знаке зодиака Козерог также способствует нашей практичности и рациональному подходу к решению задач, что может помочь вам в достижении поставленных целей. Но, тем не менее, этот день также может быть и опасен. Почему? Это будет происходить только в том случае, если вы не будете использовать энергию Луны в знаке зодиака Козерог в конструктивных целях. Например, сегодня возможно проявление чувства усталости, депрессии. Это все будет вызвано снижением энергии Луны и тем, что Луна находится в знаке зодиака Козерог. Кроме того, люди могут чувствовать себя такими, знаете, подавленными, раздражительными, особенно если вы мало уделяете внимания своему внутреннему состоянию и своим эмоциям. Также сегодня нужно быть и осторожными с другими людьми, так как Луна в Козероге может усилить чувство сдержанности и желание контролировать ситуацию. Это может привести к конфликтам, к каким-то недопониманиям, особенно если кто-то из вас испытывает чрезмерное стремление к власти или хочет быть авторитетным человеком или лидером. Но также, несмотря на потенциальные опасности этого дня, этот день также предлагает нам с вами, друзья, возможность для личного роста и развития. Но нужно понимать, что здесь должна быть с вашей стороны дисциплинированность, строгость, пунктуальность, чтобы помочь вам стать более организованными и целеустремленными в достижении своих целей. Поэтому используйте это время для того, чтобы сфокусироваться на себе, на своих приоритетах,
приоритетах. Не забывайте устанавливать именно ясные цели и принимать практичные меры для их достижения. Также сегодня благоприятный день для того, чтобы заниматься практичными делами. Что мы здесь имеем в виду? Это любые ваши дела, которые будут связаны с деньгами, с карьерой, строительством, обустройством, созиданием. Подумайте о том, как вы можете улучшить свою финансовую ситуацию или, например, укрепить свою позицию на работе. Возможно, вы хотите обратить внимание на свои финансовые дела или, возможно, вы планируете начать новый какой-то проект, который связан, например, с недвижимостью или строительством, возможно, с инвестициями. Но опять же, не спешите, сейчас не время активных действий. Помните о том, что до 8 апреля у нас с вами коридор затмений, и он закончится уже солнечным затмением 8 апреля, и поэтому это очень важно. Еще и у нас, друзья, с вами новолуние, поэтому это все в комплексе нам дает вывод, что сейчас не стоит спешить. Плюс планеты, вот если вы сейчас планируете открывать какой-то крупномасштабный бизнес, переезжать и так далее, сейчас не стоит этого делать. Вот какое-то мелкое, все, что касается вас лично, для того, чтобы привлекать изобилие, достаток, для того, чтобы укреплять свое здоровье, вот сейчас то самое время. Что же касательно лунного календаря здоровья, то вы должны понимать о том, что убывающая луна в знаке зодиака Козерога добавляет нам стабильности, дисциплины и контроля. Поэтому сегодняшний день достаточно хороший для очищения и регенерации нашего организма. Также сегодня благоприятный день для избавления от токсинов, лишнего веса, и подумайте о том, возможно, вам нужно заняться общим оздоровлением. Если вы задумываетесь о начале детокс-программы, оздоровительного какого-то курса или просто хотите улучшить свое физическое состояние, знайте, что 1 апреля – это отличное время для этого. Занятия спортом также в этот день, 1 апреля, принесут вам особые результаты. Дело в том, что Луна под влиянием Луны в знаке зодиака Козерог дает нам такую вот достаточно большую активность, которая может быть направлена на достижение конкретных целей и укрепление дисциплины. Кроме того, сегодня подходящий день для того, чтобы заниматься упражнениями, особенно теми, которые способствуют укреплению мышц и улучшению выносливости. Но также помните о том, что у нас все-таки уже убывающая Луна в активной фазе, а это вызывает у нас, ввиду того, что не хватает энергии нашему телу, вызывает усталость, чувство истощения. Поэтому не переутомляемся, уделяйте должное внимание отдыху и своему восстановлению. Поэтому регулярный перерыв, если по возможности, кроме того, старайтесь пораньше лечь спать, помогут вам сохранить энергию и поддерживать, соответственно, хорошее состояние. Эмоциональное состояние в этот день, 1 апреля, также будет играть важную роль в поддержании общего здоровья. Вы можете себя чувствовать сегодня более сдержанно и серьезно, что может отражаться на вашем эмоциональном состоянии. Поэтому обратите внимание сегодня на свои эмоции и постарайтесь найти способы расслабления и освобождения от стресса. Кроме того, сегодня хорошо медитация, йога, прогулка на свежем воздухе. Это все поможет вам найти внутренний покой и гармонию. Также в этот день нужно быть осторожными и избегать каких-либо рискованных действий, особенно если ваше физическое состояние нестабильно. Помните о правильном питании и о умеренности и о заботе о себе. Теперь давайте уделим внимание лунному календарю денег. Итак, на что нам стоит с вами обратить внимание? Во-первых, убывающая луна в знаке зодиака Козерог создает энергию стабильности, как мы уже сказали, дисциплины, и у человека появляется стремление к достижению финансовых целей. Также сегодня благоприятный день для планирования и организации финансовых дел. Особенно это касается от инвестиций, управления бюджетом. Под влиянием Луны в знаке зодиака Козерог вы можете чувствовать себя более целеустремленными и решительными в отношении своих денежных целей. Это будет способствовать принятию осознанных финансовых решений. Второй аспект, который вам следует учитывать сегодня, 1 апреля, это время очищения и избавления от ненужного. Если есть возможность, то постарайтесь избавиться сегодня от финансовых обязательств и
или привычек, которые тормозят ваше финансовое развитие. Подумайте о том, какие расходы или долги вы можете уменьшить или устранить, чтобы освободить пространство для новых финансовых возможностей. Третий аспект, который сегодня следует учитывать, это энергия практичности и рациональности, которую приносит убывающая луна в знаке зодиака Козерог. В этот день вы можете обнаружить, что ваш подход к финансовым вопросам становится более рациональным и основанным на конкретных фактах. Также сегодня благоприятный день для планирования и стратегического мышления в отношении ваших дел. Но в то же время следует помнить и то, что убывающая луна вызывает чувство ограничения, особенно если вы сосредоточены исключительно на материальных аспектах жизни. Поэтому постарайтесь сегодня найти, сохранить баланс между материальным и духовным, придавая равную важность как своему духовному развитию, так и достижению финансовых целей. Теперь давайте поговорим о карте Таро на этот день, 1 апреля. Друзья, выпала карта Маг, которая, как вы знаете, это сильная карта, она является символом силы, могущества, творчества. Эта карта показывает нам, что мы можем преодолевать любые трудности, которые появляются на данном этапе в нашей жизни, и, соответственно, достигать поставленных целей. Кроме того, сегодня эта карта напоминает нам о необходимости быть настойчивыми и целеустремленными в достижении своих жизненных задач. Также карта Маг символизирует творческую силу и способность к самовыражению. Это время, когда вы можете использовать свои таланты и способности для того, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Кроме того, на 1 апреля это может быть стимулом к действию, и может быть ваше творчество, ваши мечты, желания, и вы видите те возможности, благодаря которым вы уберете препятствия и начнете двигаться к тому, что вы желаете. Кроме того, карта Маг нам говорит о важности веры в себя и в свои способности. Поэтому сегодня, пожалуйста, постарайтесь доверять своей интуиции и идти вперед с уверенностью в своих силах, в своих мыслях. Если есть какие-то сомнения, неуверенность, убирайте, преодолевайте это, потому что это мешает вам двигаться дальше. Также карта Маг ассоциируется и с началом нового цикла и появлением новых возможностей. Поэтому это время для кого-то будет для того, чтобы открыться новым возможностям и искать новые пути к успеху. Кроме того, сегодняшний день приносит новые идеи и перспективы, которые могут помогать вас двигать вперед. Но также вы должны быть осторожными и не доверять всему и всем, потому что иногда люди кажутся очень милыми, хорошими, добрыми, но оказывается, что это только иллюзия. Поэтому сохраняйте ясность мысли и подходите реалистично к своим целям, к своим и задачам. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 1 апреля. Знаете, это день, который будет полный потенциала и возможностей. И Архангел Михаил нам напоминает о важности веры в себя, в свои силы. Поэтому обращайте внимание на то, что вы делаете, как вы делаете. И вы должны поверить сами в то, что вы обладаете необходимым, всем тем необходимым для достижения своих целей. И не забывайте действовать с уверенностью. Кроме того, вы знаете, что Архангел Михаил является символом защиты и поддержки. Поэтому 1 апреля обратитесь к нему за помощью в преодолении своих трудностей, каких-то препятствий, с которыми вы можете столкнуться. Помните о том, что высшие силы всегда готовы прийти на помощь к тем, кто обращается, главное, с искренним сердцем. Также Архангел Михаил нам говорит о важности заботы о себе и о своем благополучии. Поэтому постарайтесь сегодняшний день посвятить хотя бы чуточку время своим собственным потребностям и желаниям. Поставьте себя на первое место и позаботьтесь о своем физическом, эмоциональном и духовном благополучии.
Теперь давайте мы с вами вернемся к практике, которую рекомендуем вам провести этот день. Обращаем ваше внимание, что эту практику сегодня, в такой вот самый денежный день, вы можете провести в любое время. Главное это делать дома. И эту практику мы делаем на кухне, именно берем подоконник на кухне. Итак, берем буквально щепоточку соли, возьмите салфеточку белую, положите ее на подоконник и сверху бросьте вот эту щепотку соли. И далее скажите следующие слова. Соль земли, сила творчества, приведи ко мне изобилие и благополучие. На подоконник мой с неба дары принеси, достаток и изобилие пусть в дом войдут. Сила соли, сила земли, приведи мне изобилие. Эти слова очень сильные, поэтому вы должны обязательно оставить на ночь эту соль, а на следующее утро вот эту соль салфетки выбросьте откройте окно и бросьте вот эту соль в окно, а салфетку нужно будет сжечь, а пепел развеять по ветру. И таким образом вы уже приглашаете в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Вот такой, друзья, у нас с вами шикарный день, 1 апреля. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, если вы еще не поставили. Ну а в комментариях давайте вместе с вами пропишем одну очень важную и ценную фразу. Сегодня, 1 апреля, я, ваше полное имя, открывая двери к финансовому изобилию. Мой разум наполнен верой в мой финансовый успех. Истинно да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.